Power kill. That's it. В зависимости от ситуации, когда валан уже чуть подлетает над сеткой. Вот чем опасен Power Backhand. Сетку можно засадить иногда. Когда вы перехватываете какой-то плоский или у вас есть время, чтобы добить. Друзья, сегодня мы хотим рассказать, какие бывают добивания в паре, показать, какие разные ситуации возникают. И, возможно, нюансы этой техники помогут вам не бояться коснуться сетки при ударе, не бояться добить в аут. Мы вас научим. Сначала рассмотрим такой вариант, когда валан очень низко над сеткой. В английском этот удар называется свайп, но по-русски его говорят сметание или сбивание. Валан находится близко к сетке, и вместо большого замаха при обычном добивании у сетки вы делаете короткое сметающее движение параллельно сетке. То есть вы бьете по валану, но ракетка движется параллельно сетке, чтобы не задеть ее. И первое, что тут важно, это хват. Конечно, можно держать стандартный форхенд-хват, но, как видите, в таком случае сложно повернуть ракетку так, чтобы она стала параллельно сетке. Это означает, что нужно немного провернуть ракетку, почти довести хват до panhandle grip. Предплечье должно двигаться справа налево, выполняя сметающее движение. При этом предплечье вращается вместе с кистью. И эти моменты очень важны. Если двигать только пальцами, сложно будет создать нужное касание. Тут все должно работать в комбинации. Небольшой, но важный момент. Нужно добавить силу пальцев, сжать хват в момент удара, чтобы создать короткое, быстрое движение без большого замаха. Если замах будет большим, то, скорее всего, вы или заденете сетку, промахнетесь или отправите валан в аут. Тут полная мощность не нужна. Движение должно быть коротким и резким. Чаще всего такой удар, конечно, делают с форхенда, там он более естественный. Но на бэкхенде в некоторых ситуациях это тоже отличное решение. Особенно если валан находится очень-очень близко к сетке. Вместо того, чтобы рисковать и пытаться добить его прямо, вы можете выполнить это сметание параллельно сетке. Так вы не заденете сетку во время добивания. Иногда я придаю небольшое вращение гриппа пальцами в момент касания, немного поворачивая хватку. Обратите внимание, я многое делаю здесь пальцами, и ракетка уже почти выполняет нужное движение сама. Если добавить еще небольшое вращение предплечья и кисти, получится полноценное движение удара свайпа. Старайтесь как можно раньше взять валан. Как только он поднимается над сеткой, вытяните руку вперед, сожмите пальцы и проведите ракеткой слева направо параллельно сетке. Следующий такой удар. Короткое добивание, короткий пуш, когда валан уже чуть подлетает над сеткой. В некоторых ситуациях естественнее просто выйти к сетке и мягко толкнуть валан. Особенно если вы подходите под углом, например, в парной игре, смещаясь далеко в сторону и просто проталкивая валан. В таком движении добавить свайп довольно сложно. Свайп все-таки лучше подходит, когда вы подходите к сетке более прямо. И вот в этом варианте вам нужен короткий, максимально быстрый и резкий удар по валану. Не думайте только, что нужно вложить полную мощность, убить валан. Это тонкое касание. Да, вы можете играть на выигрыш очка, но только за счет точности, а не силы. Старайтесь руку вытягивать вперед, встретить валан как можно раньше. Разверните немного вашу хватку в сторону panhandle grip. Можно использовать и обычный форхенд, но тогда нужно сильнее разворачивать кисти и предплечья, чтобы создать правильный угол. При касании используйте силу пальцев, используйте сжатие ракетки во время касания с валаном. И это очень важно. После удара ощущение должно быть, будто вы отталкиваетесь от сетки назад. Удар и шаг назад, удар и шаг назад. Мы не хотим влететь в сетку. Если двигаться только вперед, мы скорее всего ее заденем. Короткое добивание с бэкхенда. Здесь, как и на форхенде, представьте, что валан находится очень близко к сетке. Здесь вам необходимо будет сделать короткое движение, в основном за счет силы пальцев. Но до момента контакта с валаном пальцы должны быть расслаблены, иначе вы не сможете включить эту силу, и тогда вы не сможете создать нужную скорость. Используйте тут хватку бэкхенд или bevel grip, если приходится дальше тянуться к валану. Если здесь пытаетесь добавить больше силы, то скорее всего попадете в сетку. Если сделаете замах, то тоже неудобно, особенно если подходите из центральной позиции на скорости. Но и в такой ситуации уже выполнить свайп будет очень сложно, поэтому вам необходимо здесь такое короткое касание. Well, that final shot was put away with venom.
and perhaps got rid of a bit of frustration for Popov. И еще используется такое мощное добивание Power Kill. Когда вы перехватываете какой-то плоский или у вас есть время, чтобы добить, тогда вы можете замахнуться и уже выполнить удар с таким замахом. По сути, это все тоже добивание, которое можно сделать, когда вы идете с задней линии вперед к сетке или когда перехватываете валан в передней зоне. Но здесь можно добавить чуть более широкий замах и больше мощности. Этот удар очень похож на силовой плоский удар, но здесь мы стараемся направить валан вниз, а не играть плоско. И важно, не добавляйте полную амплитуду замаха, как при смеше. Если сделать такой полноценный замах, скорее всего будет ошибка и валан уйдет слишком вниз и попадет в сетку. Когда готовитесь к этому удару, не отводите локоть назад. Он находится в плоскости вашего тела. В момент касания с валаном остановите руку. Не проводите далеко. Ну и такое, может, не так часто применяется. Чтобы вы знали, Power Backhand тоже существует. И для его выполнения поднимите локоть высоко. Это даст вам лучший контроль ракетки и позволит создать больше мощности по сравнению с ударом из положения с опущенным локтем. И в момент контакта рука должна быть слегка согнута. Полностью выпрямленная или слишком согнутая рука снижает качество удара. И используйте резкий, быстрый щелчок кистью сверху вниз, чтобы направить валан резко и агрессивно вниз. Вот чем опасен Power Backhand. Сетку можно засадить иногда. Но вот такие упражнения помогут вам натренировать эти удары в ситуациях, приближенных к реалистичной игре. Сначала пробуйте выполнять удары из статичного положения. Это достаточно сложный элемент. Когда почувствуете контроль, тогда уже можно будет добавить движение, а затем уже пробовать встроить этот элемент в игровые упражнения с перемещением. Тренируйте этот элемент в многоваланке сначала. Вначале выполняйте все максимально просто. Отработайте детали, прежде чем добавлять работу ног или выполнение этого удара после перемещения. Отрабатывайте и выполняйте удар как по линии, так и по диагонали. Это будет очень мощное оружие, если его выполнять правильно. Power Kill. That's it. Применяйте эти добивания в своей игре в зависимости от ситуации. Тренируйте теми упражнениями, которые мы вам показали. Тогда вы сможете выигрывать сетку у своих противников. И вообще пишите еще комментарии, какие удары вам было бы интересно разобрать. Мы все про них расскажем. До встречи.